Все думали, что это просто очередное празднование дня рождения BTS, пока Чингук не преподнес свой подарок, и реакция Тэхёна не изменила все навсегда. Сначала все выглядело как обычное празднование дня рождения BTS. Участники собрались с теплыми улыбками, тихий смех наполнял комнату, а Тэхён сидел в центре, немного стеснительный, но явно счастливый. Свечи мерцали на торте. Камеры запечатлели каждый ракурс, и ARMY по всему миру за считанные секунды заполонили социальные сети поздравительными сообщениями. Один за другим участники делились своими пожеланиями. Намджун говорил спокойно, его слова были вдумчивыми и искренними. Джин поддразнивал Тэхёна, заставляя всех смеяться. Чимин обнял его немного дольше обычного. Энергия Хобби озаряла комнату. Юнги говорил коротко, но содержательно. Все казалось знакомым, безопасным, предсказуемым, пока Чингук не встал. Атмосфера изменилась, не резко, но заметно. Даже Тэхён, казалось, почувствовал это, его улыбка смягчилась, когда он поднял взгляд. Чингук не шутил. Он не сразу улыбнулся. Вместо этого он тихо вздохнул, держа в руках маленькую коробочку. «Это не просто подарок», — тихо сказал Чингук. В комнате воцарилась тишина. Камеры приблизили изображение. ARMY прильнули к экранам. Когда Тэхён открыл коробку, его выражение лица застыло. Внутри не было ничего дорогого. Это не было чем-то броским. Это было что-то очень личное, что-то, что мог подарить только Чингук, что-то, связанное с воспоминаниями, которые никто другой в этой комнате до конца не понимал. Тэхён моргнул один раз, потом два, и вдруг его глаза заблестели. Он попытался отшутиться, но голос дрогнул. Чингук сразу это заметил, не задумываясь, подошел ближе, его рука замерла, словно он не знал, стоит ли протягивать ее. «Я не знал, что ты это хранишь», – прошептал Тэхён. «Я всегда хранил», – тихо ответил Чингук. Участники обменялись взглядами. Это не было по сценарию. Это не было запланировано. Это было по-настоящему. Тэхён на мгновение отвернулся, сжав губы, когда его захлестнули эмоции. Подняв взгляд, он улыбнулся, но теперь это была другая улыбка. Более мягкая. Уязвимая. ARMY позже пересматривали этот момент сотни тысяч раз. То, как Чингук смотрел на него, то, как Тэхён держал подарок, словно тот мог разбиться, тишина, которая говорила больше, чем любые слова. Этот день рождения был не просто праздником. Это было напоминанием. Празднование продолжалось. Смех вернулся. На заднем плане тихо играла музыка, и съемочная группа дала понять, что съемки заканчиваются. На первый взгляд, все снова выглядело нормально. Но те, кто внимательно следил за происходящим, чувствовали это едва уловимое напряжение, невысказанную тяжесть, витающую в воздухе. Тэхён все еще держал подарок Чингука. Он не выпускал его из рук. Даже когда остальные болтали, его большой палец снова и снова проводил по краю коробки, словно пытаясь заземлиться. Чингук это заметил. Он всегда так делал. Из другого конца комнаты его взгляд следил за каждым движением, каждым вздохом Тэхёна. Когда камеры наконец выключились, в комнате воцарился тихий вздох. «Щон, ты в порядке?» — мягко спросил Чимин. Тэхён кивнул, улыбаясь. «Да, я в порядке». Но Чингук узнал эту улыбку. Это была та самая улыбка, которую Тэхён использовал, когда был перегружен эмоциями, но не хотел никого волновать. По мере того, как участники медленно расходились, одни направлялись переодеваться, другие шутили, уходя, Тэхён оставался. Чингук немного помедлил, а затем тихо последовал за ним. В комнате стало спокойнее. Ни света, ни камер. Только они. «Я этого не ожидал», — тихо сказал Тэхён. Чингук почесал затылок. «Я не был уверен, стоит ли мне сегодня это делать». «Почему именно сегодня?» Наконец спросил Тэхён, повернувшись к нему лицом.
Чингук встретился с ним взглядом, и на мгновение ни один из них не произнес ни слова. «Потому что сегодня твой день рождения», — сказал Чингук. «И потому что я не хотел, чтобы прошел еще 1 год, а ты не знал, как много это для меня значит». Тэхён тяжело сглотнул. «Это воспоминание, я думал, ты забыл». Чингук тут же покачал головой. «Я никогда ничего не забываю о тебе». Слова повисли между ними, откровенные, честные, опасные. Тэхён тихо рассмеялся, но его глаза засияли. «Ты несправедлив. Ты же знаешь это». Затем Чингук улыбнулся, немного искренне. «Это ты продолжаешь притворяться, что ничего не имеет значения». Тишина вернулась, но на этот раз она не была тяжелой. Она была знакомой. Уютной. Такой, какая сложилась за годы совместных выступлений, ночных разговоров и моментов, которые никто другой никогда не видел. Тэхён наконец закрыл коробку и прижал ее к груди. «Спасибо», — сказал он. «Правда». Чингук кивнул, отступая назад, словно боясь переступить черту, которую он уже слишком близко задел. Но прежде чем он успел отвернуться, Тэхён протянул руку и схватил его за рукав. Чингук замер. «Остаться», — тихо сказал Тэхён. И в этой тихой комнате, спустя долгое время после того, как свечи на торте погасли, они оба поняли, что что-то изменилось. Не громко, не драматично, но навсегда. Потому что некоторые подарки не просто отмечают день. Они возобновляют историю, которая никогда по-настоящему не была закончена. Чингук не отстранился. На мгновение он просто стоял там, пальцы Тэхёна все еще обвивали его рукав, легкие, но целенаправленные. Такое прикосновение, которое ничего не требовало, но говорило все. «Я остаюсь», — тихо сказал Чингук. Тэхён ослабил хватку, почти смущенный, но Чингук сел на свободное место рядом с ним. Расстояние между ними было небольшим, меньше, чем за весь вечер. За дверью комнаты по коридору разносились тихие звуки персонала и участников группы. Внутри время словно замедлилось. «Знаешь», — начал Тэхён, глядя в пол, дни рождения заставляют думать о вещах, о которых обычно стараешься не думать. Чингук взглянул на него. «Например, о чем?» «Например, о том, как быстро все происходит», — сказал Тэхён. «И как некоторые моменты исчезают, прежде чем ты понимаешь, что они имели значение». Чингук кивнул. Он слишком хорошо понимал. «Поэтому я и сохранил его», — сказал он после паузы. «Тот день — это воспоминание, я боялся, что если отпущу его, то потеряю что-то важное». Тэхён посмотрел на него. «Ты не потерял его», — сказал он. «Ты его оберегал». Их взгляды встретились и задержались. Не было внезапного признания. Не было грандиозного жеста. Просто 2 человека, которых связывало слишком много общего, чтобы притворяться, что это ничего не значит. «Думаю, я тоже боялся», — признался Тэхён. «Боялся, что если я расскажу об этом, то что-то изменю». Чингук медленно выдохнул. «Может быть, оно уже изменилось. Мы просто не заметили». Из коридора раздался голос. «Эй, вы двое идете?» Тэхён тихо рассмеялся, разряжая обстановку. «Нам пора идти». Чингук встал первым, затем замялся. «Да. Я рад, что подарил тебе этот подарок». Тэхён крепче сжал коробку. «Я тоже». Они вышли вместе, почти касаясь плечами. Для любого наблюдателя это выглядело бы обычным делом, просто 2 участника возвращаются в группу. Но Эйяр и Муай позже заметили кое-что другое на фотографиях с того вечера. Тэхён стал улыбаться свободнее, Чингук держался чуть ближе, их взгляды, казалось, нашли друг друга без всяких усилий. Ничего не было подтверждено. Ничего не было объявлено. И все же что-то безошибочно изменилось. Потому что иногда самые важные моменты — это не те, что запечатлены на камеру. Это те, которые тихо ощущаются в ночь дня рождения и которые изменили все.
На следующее утро мир все еще гудел. Ведущие новостей упомянули признание Чингука по телевизору, и социальные сети не переставали пересматривать этот ролик. Но внутри круга BTS царила странная тишина. Чингук в тот день держался в стороне от внимания публики. Он не выходил в интернет. Он ничего не публиковал. Он оставался в своей студии, окруженный инструментами, погруженный в размышления. Те, кто его видел, говорили, что он выглядел умиротворенным, словно наконец-то отпустил то, что носил в себе слишком долго. Тем временем Тэхён публично хранил молчание. Но фанаты заметили нечто едва уловимое. Во время прямой трансляции 2 дня спустя одна из фанаток прокомментировала: «Вы видели интервью Чингука?» Тэхён улыбнулся, той медленной, мягкой улыбкой, которая всегда хранила в себе тысячи невысказанных слов, и тихо сказал: «Видел. Я горжусь им». Всего 5 слов. Но эти 5 слов исцелили миллионы. Несколько дней спустя источник, близкий группе, сообщил, что признание Чингука не было в сценарии. Интервью должно было быть посвящено его сольному музыкальному пути и творческому росту. Но когда журналист спросил, кто больше всего вдохновлял вас все эти годы, что-то внутри него изменилось. Он подумал о студенческих общежитиях, об усталости, о смехе, который поддерживал их. О том, как Тэхён тихонько поинтересовался его самочувствием после долгих репетиций. И он это сказал. Это был не рекламный трюк. Это был момент истины. После съемок, по словам сотрудников, Чингук несколько минут молчал, просто глубоко дыша. Кто-то протянул ему воды. Он мягко улыбнулся и сказал: «Я давно хотел это сказать». ARMY отреагировали с огромной любовью. Социальные сети заполонили письма, рисунки и сообщения. Хэштеги были в тренде несколько дней. Одна фанатка написала: «Он не просто признался в любви к Тэхёну. Он признался в том, что он человек». Несколько недель спустя появился короткий ролик с частного мероприятия. Чингук и Тэхён сидели рядом, тихо разговаривали и смеялись, как раньше. Чингук наклонился ближе, что-то тихо сказал, и Тэхён протянул руку, чтобы похлопать его по плечу. В конце концов, им просто было хорошо вместе. Спустя несколько месяцев Чингук выпустил новую песню, нежную, эмоциональную и искреннюю. Фанаты сразу же уловили тонкие отсылки: друг, который стал для них как дом, голос, который заглушает бурю. Их история никогда не была о драме. Она была о связи. О том, что иногда слова не предназначены для того, чтобы шокировать. Они предназначены для того, чтобы исцелять.